Как вы оцениваете свое назначение на пост посла Соединенных Штатов в России? Означает ли оно, что давление на Россию увеличится? Или ваша задача состоит в том, чтобы смягчить ситуацию? Спасибо, Илья. Я рад нашей встрече здесь и возможности обсудить мое назначение на пост посла. Президент Трамп остановился на моей кандидатуре 6 месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией, которые переживают сложный период, особенно в течение последних 6 или 7 лет. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для их улучшения. Есть несколько областей, в которых мы можем работать, и в которых мы уже работаем в сотрудничестве с правительством России. Например, борьба с терроризмом и некоторые региональные вопросы, такие как КНДР. По ним у нас ведутся конструктивные обсуждения и совместная работа с российским правительством. Есть много других областей, по которым у нас разногласия, и разногласия принципиальные. Но это не значит, что у нас нет обязанности, она есть у всех правительств, поддерживать контакты с другой стороной. И одна из моих основных целей здесь состоит в том, чтобы обеспечить открытый и транспарентный диалог между Москвой и Вашингтоном, что я и подтвердил на встречах, которые у меня были с руководителями российского правительства за последние 3 недели. Я ведь здесь всего 3 недели. Мне была предоставлена возможность встретиться с очень высокопоставленными государственными деятелями, и это меня чрезвычайно радует. Я думаю, что то, что это произошло в самом начале моей работы здесь, это добрый знак. И всем, с кем я разговаривал, я повторял, что одной из моих основных целей является обеспечение открытого и транспарентного диалога между Москвой и Вашингтоном. Какие изменения вы внесете в политический курс, который проводил бывший посол Хантсман? Трудно улучшить то, что сделал посол Хантсман. Он был потрясающим послом. Кстати, он был послом трижды. Еще совсем молодым человеком он был послом в Сингапуре, затем послом США в Китае и в последний раз послом США в России. Он очень опытный, очень квалифицированный человек. Я надеюсь продолжить ту замечательную работу, которую он проделал. Я рад этой возможности. Незадолго до того, как он покинул свой пост, и после этого мы с ним несколько раз обсуждали пути конструктивного взаимодействия Соединенных Штатов с правительством России. Какова вероятность, что кризис в американо-российских отношениях, которые многие называют новой холодной войной, будет разрешен до президентских выборов? Я бы не использовал этот термин, но я уже говорил, что, по моему мнению, наши отношения сейчас достигли момента окончания холодной войны. Мой бывший начальник, госсекретарь Тиллерсон, приезжал в Москву в апреле 2017 года и говорил о значительном ухудшении наших отношений. С тех пор прошло почти 3 года, и, к сожалению, отношения стали еще хуже. Моя цель состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и постараться их улучшить. Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача. И именно над этим я очень много работаю с середины января, когда я сюда приехал. Я работаю над улучшением наших отношений и буду продолжать это делать каждый день моего пребывания в этой великой стране. Yes, thank you very much.